Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Таро Инспирационе. Цыганский старинный пасьянс и прогноз Таро на будущее. Что скоро произойдет в ближайшем будущем, в течение марта 2026 года? Что прояснится в вашей жизни? Жизнь не бывает полностью предсказуема, и события ближайшего времени это подтверждают. Все то, что происходит вокруг нас. Ну вот давайте рассмотрим все то, что происходит вокруг нас, как один вариант из возможных продолжений или вариантов развития событий. Узнаем с вами, что же будет дальше, как быть в этом сложном мире. Рассмотрим знаки выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Помним, что жизнь действительно нам и порой приносит такие сюрпризы, но я должна сказать, что события марта до 20, по крайней мере, числа, нам именно за счет планетарных транзитов будут возвращать какие-то жизненные истории именно для того, чтобы мы правильные параллели пробили или для того, чтобы мы что-то завершили. Надеемся, что жизнь должна начаться с правильной ноги, правда, особенно для вас, потому что может быть очень много эмоций, но для вас, мои дорогие тельцы, это то время, когда все-таки больше спокойствия, больше стабильности. Это не говорит о том, что все вообще спокойно. Нет, тут вокруг вас могут какие-то турбуленции быть. У вас, кстати, выпадает бокал. Это у нас гости, либо вы гости, либо к вам кто-то, либо ну, может быть, какие-то визитеры, или вы будете продумывать важные встречи. Но вот это может быть еще и сопряжено с тем, что у людей много эмоций. Поэтому тут скорее будет, ну, некоторая зависимость, когда на вас могут оказывать воздействие именно люди или обстоятельства. Может быть, это даже у людей меняется что-то в жизни, и они будут с вами пытаться провзаимодействовать. Я не исключаю, что могут пытаться, ну, как продавливать свою теорию, свою точку зрения. Ну, давайте узнаем, что же там еще. А вообще ведь, в принципе, посмотрите, может быть важная встреча, но значит важный разговор. Именно благополучие идет по голубю. И я всегда говорю, когда голубь выпал, считай, что у тебя все хорошо. И значит, даже если что-то у вас сейчас переворачивается с ног на голову, все равно все решится благополучно. Поэтому наберемся оптимизма, мои дорогие, правда. И если даже какая-то ситуация стремится к разрешению, ну, значит, какая-то, даже если точка будет поставлена, то для вас это может быть, как, знаете, освобождение окончательно. Значит, больше сил будет потрачено на ваши идеи, на ваши задумки, ну или в каком-то более прогрессивном направлении. Почему я так успешно говорю и где-то утвердительно? Потому что мало того, что вот как будто в одном квадрате у вас совпадает и голубь, и еще, смотрите, корона, символ власти. Для кого-то из вас это будут важные встречи, важные переговоры, хотя это может быть, знаете, как возрастание вашей роли или возрастание, мы говорим, каких-то возможностей, как осуществление по договоренностям. Возможно, это будет касаться документов или каких-то важных бумаг. Это могут быть лица, которые официальные лица, которые наделены вот этой самой короной, как властью, да, ну не более чем символ. Возможно, это чиновники, для кого-то это просто тот человек, который, ну, каким-то образом оказывает влияние на вашу жизнь. Но я тут больше вижу, что какой-то вопрос у вас будет решен. Вот именно решен. Вы в чем-то ставите точку, потому что у вас выпадает закрытый путь. Может быть, с учетом, да, вот именно этого кубка, это может приходить даже радостная какая-то новость, но она включает в себя, ну, все равно какие-то изменения или перемены. То есть есть то, что вы будете продолжать, то, что для вас интересно или знаково, но есть том или тот какой-то пункт вашей жизни или, может быть, волнующая история, сюжет, когда вы явно поставите точку. И у кого-то это может быть связано с документами, открытая книга. Здесь больше нам говорят именно об официальных учреждениях, и здесь у кого что. У кого-то это учеба, а у кого-то это то, что я говорила, ну, может быть, взаимосвязь по работе, например, да. Может быть, вам придется даже по работе больше иметь контактов с руководителями.
или с какими-то знаковыми персонами, потому что вот именно все официальное идет по открытой книге. Но сами мы открытой книгой явно не должны быть. Достаточно спокойное течение жизни, так вот в целом мы, если ориентируемся на март, но это где-то совпадает с транзитами, которые у нас происходят в марте месяце. Хотя сам месяц достаточно сам себе, по себе, он турбулентный. Я не вижу больше совпадений, пока я с вами говорила, пересматриваю, что мы можем в крайних рядах еще с вами соединить. Не вижу, правда, поэтому позволим себе пойти дальше. Пусть нам карты Таро подскажут. Так что же там будет дальше? Вот давайте рассмотрим, что скрыто от вас именно сейчас, о чем вы не подозреваете. Потому что, может быть, кто-то и не собирается важные встречи или не организовывает, или какой как шанс судьбы вам будет послан для того, чтобы вы, может быть, и завершили какую-то грустную историю. Я такое не исключаю. Итак, что скрыто от вас, о чем вы сейчас не подозреваете, а в ближайшее время это будет иметь для вас значение. Следующая карта. Так что тайное станет явным. Или что прояснится, мои дорогие тельцы, и вот что будет дальше, к чему это все идет, или к чему тельцу приготовиться. Давайте достанем карты по основным сферам жизни, что ждет вас в жизни личной и во взаимоотношениях в целом. Что ждет тельца в работе, в делах, в важных встречах или ваших планах. Коррекция планов. И что, как финансы, что вас ждет. Итак, так что ж там как тайна, что там скрыто для тельца? Мои дорогие, хорошее настроение, радость для кого-то из вас. Я не исключаю новая персона, с которой будет выстраиваться достаточно приятное общение. Но всегда эта карта говорит, что это пока ненадолго. То есть не забегай как будто вперед. Но тут сами по себе радостные вести. Для кого-то из вас это праздник, подарок. Может быть, отчасти даже помощь, я это тоже не исключаю. Давайте, так что же это скрыто? С чем это связано? С чем связана радость или а вы знаете, вот посмотрите, тут ведь ничего не происходит, карта апатии. На смену апатии, правда, больше оптимизма. Вот как будто все равно течет в две четверки. Кардинальных каких-то переворотов я тут не вижу. Поэтому для вас жизнь, она, ну, вот в какой-то такой спокойной более колее, и приходит радость. Так что же у вас скрыто? Но это может свидетельствовать о том, что это какая-то ситуация будет отчасти прояснена, а ситуация касалась ожидания или буквально у кого-то эмоционального выгорания или апатии. Вот, наверное, что произойдет, да? Какая-то прежняя история стремится к развязке. И у кого-то долгое, может быть, бессмысленное ожидание. Или когда мы сами понимаем, что да нет, надо уже что-то менять, как график жизни менять. Вот такое тоже может быть. А для кого-то из вас подведение итогов, когда вы кому-то скажете нет. Так что же от вас еще скрыто? Хочется сказать самое главное. Новая стратегия, тактика по работе и по финансам. Вот как будто в этом основа. И здесь может включать как график по работе, или это могут быть какие-то ваши предпочтения совершенно в каком-то новом формате или в ключе. Кто-то из вас будет пересматривать именно свою занятость. Вот тут занятость пойдет. Потому что, знаете, тут может быть какой-то даже, ну, либо новый проект, либо что-то вы хотите осуществить, но вот именно этот как проект или задумка от вас требует, ну, как видеть на пару шагов вперед и заставляет, скорее всего, вот этот жизненный график поменять. Что я имею в виду? Это вы можете отказаться от какого-то дела, дабы высвободить больше времени, больше своих ресурсов, чтобы уделить внимание именно тому, что на сегодняшний день вы являете или считаете прогрессом. Вот тут некоторая перестройка вас внутренняя и другая организация жизни. Но все-таки вот какие-то сложности всегда, да, как две карты, как будто мы застопорились, подзастряли. Или, как я сказала, апатия. Ну, может быть, у кого-то даже сложное такое состояние эмоционального выгорания, а то и депрессии. Именно за счет усталости, мои дорогие. Так вот, вы, скорее всего, будете минимизировать энергетические затраты именно в том направлении, которое ведет в никуда. И у вас это получится.
И я ведь должна сказать, что ваша задача — это не только на март. Это смело я говорю и на апрель. Это как 2 основные задачи для тельцов, когда количество нужно переводить в качество. Это касается заработков, вашей работы или участия либо в каком-то деле, и оно касается конкретного человека, или пусть это будет касаться ваших новых идей. Так что же прояснится, что тайное станет явным, что прояснится. Ну вот и смотрите, еще раз одна десятка. И Колет Барон Рид называет эту карту «изящное завершение». И судя по предыдущим картам, вы правда что-то изящно завершаете. Вам как высшие силы в помощь, потому что вы четко видите, завершаете какие-то иллюзии свои. Завершаете, может быть, догадки или суждения по тем или иным вопросам, по тем или иным людям. Тут сама ясность приходит, когда, как и были потрачены силы в никуда, так и были все-таки какие-то иллюзии. Вот у вас действительно все завершается, более того, миром. Видимо, все то, что я сказала по предыдущей позиции, для вас совершенно необходимо, чтобы воцарился мир, как минимум, в вашей душе, гармония, чтобы и о себе было время подумать, и для того, чтобы как-то наладить собственную жизнь в более, с одной стороны, прагматичном, а с другой стороны, более в таком вдохновленном ключе, потому что, конечно, это внутренний, вот именно гомеостаз какой-то по аркану мир. Для кого-то из вас что прояснится – кто-то может и помириться, у кого-то может разобраться какая-то очень волнующая, тревожная тема, когда у вас как груз с плечей, груз каких-то забот буквально сваливается. И я, кстати, не исключаю, с учетом всех карт. Тут могут быть такие метаморфозы, когда вам люди создавали проблемы. Ну, проблемы самого разного порядка. Но здесь, вот даже люди, мои дорогие, здесь, скорее всего, будут к вам где-то обращаться, но вы отчасти не будете торопиться, быстро откликаться. Потому что где-то, как ни странно, вам помогает эта самая усталость. Вы уже окончательно понимаете, ну все, уже пыл угас. Или у меня недостаточно вот именно сил, чтобы сейчас еще в каком-то деле участвовать, которое кому-то интересно, а вот для меня это точно либо тупик, либо это что-то 50 на 50. Вам хочется что-то наверняка, чтобы вот именно был элемент надежности. И все то, что касается надежности, уверенности в дне сегодняшнем и в дне завтрашнем, у вас наступает в течение марта. Вот как будто для вас этот мир – это такая территория будущего. Так, а что же будет дальше? Давайте с вами узнаем, к чему все идет, к чему приготовиться. Ну, выбор какой-то у вас явно будет. С чем это связано? Ух, 2 карты. Так, у меня получилось, что 2 достала. Это будет связано с радостью. Все же я, правда, могу смело утверждать, что какая-то радость будет. Что-то вас, как минимум, наполнит силами, жизненной энергией. Но тут 2 карты, которые буквально вам помогают. Может быть, это будет связано с какой-то договоренностью или с каким-то конкретным человеком. Одновременно это будет, правда, важная встреча. Еще раз нам карты подтверждают. Причем для кого-то из вас это встреча, которая прежде была, ну, может быть, и планируемо с людьми на расстоянии. Или когда вы пусть на расстоянии работаете, как будто, да, может быть, посредством разных сервисов. Вот здесь у вас, знаете, может какая-то история перейти в более конкретные рубежи какие-то, да. Возможно, вас где-то по работе заставит куда-то отправиться, да, вот так ситуация сложится. И я не могу сказать, что для вас это сложно, потому что туз кубков рядом выпадает, вам это будет нравиться. По сути дела, это карта заслуженного успеха, поэтому оставляет, вот посмотрите, недаром 2 десятки, да. Это мы вот когда уже окончательно избавились от чего-то такого сложного, от того, что нам без конца оставляло, ну, как палки в колеса, или постоянно, знаете, не успела решить одну задачу, на тебе на голову еще одна какая-то свалилась. И вот это все постепенно пытается оттолкнуться от вас, от вашей жизни. Как будто чтобы меньше было у тельцов каких-то преград, а было больше и ясности, и, главное, мира, спокойствия, мира в душе, радости, по сути дела. Но здесь есть по шестерке мечей для кого-то из вас. Если мы говорим, что будет дальше, к чему приготовиться, возможно, вам придется кому-то изучать языки, кому-то язык программирования. Иногда эта карта говорит о том, что мы
Именно продумываем либо вторичный какой-то доход, либо как вторичный путь. И, может быть, это касается, ну так если планетарно, то у вас в центре ваших забот и интересов это все-таки финансовая история. Поэтому отчасти, и если даже так астрологически, финансовая ситуация вас, ну, где-то подталкивает идти вперед. И это не то, что буквально кто-то в спину толкает. Нет, это именно, ну, благодаря тому, что в вашей жизни именно происходит трансформация. Для вас-то как раз в лучшую сторону. Когда на кону именно ваш успех, ваши какие-то победы. Да, заслуженный успех– это не завтра нам буквально насыпали звезд в наши ладони, но это значит медленно, но верно путь вперед, путь наверх. Итак, по сферам жизни, что ждет тельцов в любви, в личной жизни, в отношениях в целом? Чтобы мы тут не ощущали по этой карте, любая тройка– это карта будущего. Но, в принципе, не случайно две десятки, да? Тут и разочарование, где-то десятка мечей. Но это уже все не имеет значения. Тут действительно с точкой что-то завершается. И где-то нам говорят, да, вот этот замок, это мы сами можем что-то до нуля довести или свести к какому-то минимуму или какой-то ясности, как нивелировать какой-то вопрос и одновременно, и я бы сказала, отдохнуть от усталости. У вас тут маневры все же будут. Но в личной жизни, вы знаете, тут какие-то грустные воспоминания, переживания, у кого-то предательство. И по этой карте это, знаете, заштопанное сердце. Вот обратите внимание. Да, оно не болит, как будто не кровоточит. Но шрамы, они останутся на всю жизнь. Может быть, это будет своего рода подсказка, когда нам будут через вот высшие силы, через наши ощущения, через нашу интуицию, или как подсказки внутренней души нашего, опять же, опыта, говорить нам или ярко свидетельствовать о том, что мы и сами куда-то не хотим. И история какая-то заканчивается. А я должна сказать, тут и по части личной жизни могут быть такие ситуации. Если вам кто-то, мои дорогие тельцы, добавил, это где-то астрологически тоже проигрывается. Я еще раз повторю, если вам кто-то добавил ну, какой-то горечи, сложных минут, глубоких разочарований. Поверьте, я могу предположить, что для людей сейчас, ну, как другие задачи будет подавать Вселенная, и вас меньше будут дергать, вот мне так и хочется сказать. Но все же в личной жизни, в отношениях, что ждет тельцов? Ну вот, наверное, вот этот закрытый путь сложным отношениям, кто-то из вас зависимым отношениям, и здесь может быть зависимое отношение по финансам, может быть и страстная любовь. Будьте внимательны к связям, которые создались для вас совершенно недавно. Здесь, может быть, и сложилось разочарование, потому что вместе мечтали, строили планы. Но все же нам что-то такое говорят, что тут уже какая-то история, знаете, как игра в одни ворота. Кто-то с вами явно хитрил, и какое-то время эта стратегия прокатывала. Вот здесь точно тайное станет явным, почему вы застряли, но основное, наверное, желание, что и я больше не хочу от кого-то зависеть или от чьего-то мнения, или от каких-то условностей. Может быть, это у кого-то банально. Ну, такое может быть, когда вы избавляетесь от привычек. Вредные привычки тоже проходят по этой карте. Но любая карта, даже такой особенный 15-й старший аркан, здесь может проиграться со знаком плюс, тем не менее. Нам эта карта дает физические силы. И, к примеру, если денежная ситуация, когда вы не могли свои заработанные деньги получить, ну, в силу разных причин. Может быть, у кого-то закрытые границы, отмененные какие-то сервисы, что-то не сработало. Вот здесь вот тоже у вас и сил хватит, и как будто средств хватит в чем-то поставить точку. Кто-то из вас решит сложную ситуацию, которая касается, может быть, по части именно личной жизни, но с учетом 15-го аркана это может быть еще и финансовая ситуация, когда вы ее всеми силами пытаетесь преодолеть, да у вас получится. Это у нас показано, ну, королева жезлов, бизнесвумен. Так вот, у кого-то могут быть даже точки расставлены, может быть, с людьми, которые принадлежат к вашему окружению и даже рождены под знаком зодиака стихия огня, Овен, Лев, Стрелец или имеющий там асцендент. Но я бы сказала, это больше карта, когда
Это вы свои энергии новые выстраиваете. Это правильная работа с информацией. То есть кто нам что доносит, кто что приносит, кто как пытается проманипулировать, коль уж 15-й старший аркан. Потому что нам тут говорят, вот мы именно по личной жизни в чем-то подзастряли. И причем уже вы, наверное, не один какой-то итог подвели, а несколько. И у кого-то из вас это история личной жизни и одновременно финансов. Так вот теперь это вы как будто становитесь на ноги, поднимаетесь с колен. Вот я часто говорю по этой карте. Это та персона, и, мои дорогие мужчины, это тоже к вам относится, хотя у кого-то это может совпадать именно, ну, где-то по знакам зодиака. Но я тут больше вижу, это вы как становитесь более вдумчивым, когда или менее реагировать эмоционально на какую-то информацию, может быть, да, и может быть и даже такая ситуация, информации вы много слышите, но вы учитесь перепроверять, кому доверять, а кому нет. И второй момент– правильно распределить деньги. Здесь не совсем, как бы, тут или родственники, или знакомые лица, или те, с кем у вас какое-то время продолжалось взаимоотношения, время подводить итоги, причем и ставить в чем-то точки. Почему я так говорю? Потому что, несмотря как бы 2 королевы, вот о вас могут судачить, о вас могут даже сплетни ходить, и будьте к этому готовы. Но, понимаете, вот вы сейчас, ваша задача поставить точку именно в том, кто там что про вас думает. Ваше время идти вперед. Причем такие аккуратные шаги, задуматься о самом себе. Поэтому, ну да, на самом деле завершить какую-то словно подвешенную, замороженную ситуацию. Вот карта и говорит, ты выходишь от тех людей, которые тебя сдерживали, от тех людей, которые тебя, может быть, внутренне разрушали, от тех зависимых отношений, которые ничего не дают взамен, но как держат нас на крючке, пытаются манипулировать. По этой карте вы видите окончательно, что что-то нецелесообразно. И высшие силы вам помогают именно тем, что несколько ослабнет в ней влияние именно тех лиц, которые пытались вами манипулировать. Как ни странно, но все карты нам говорят именно об этом. Что ждет тельцов в работе, в делах, важные встречи? Вы знаете, тут по девятке жезлов нельзя сказать, что это прям форсаж какой-то. По девятке это искусство мелких шагов. И где-то в продолжении тут целый комплекс и личной жизни, и личности это касается. Одновременно дел, работы, вашей занятости, когда мы, правда, подводим итоги и говорим, в чем-то вы сделали все, что могли. Но, наверное, задача сохранять себя, как ни странно. Вот очень интересно, что прояснится. Мы говорили, что-то завершится все равно, да? Завершатся какие-то сложные ситуации или сложный выбор, но, видимо, с ним приходит совершенно новая конфигурация, жизненный план новый, мои дорогие, приходит. Это именно будет касаться работы. Вам что-то, возможно, придется переделать, перестроить, переоформить. Причем сделать это как верховная жрица, никому ничего не говоря. Будьте на своей волне. Ваша независимость значительно возрастает, когда вы как себе афишу не делаете. Или вы храните молчание. Вот королева жезлов умеет хранить молчание. Это карта независимого человека. Это тот, который свои тайны чужие хранит. И ему доверяют, приносят как будто много, да, вот этой информации. Это создает возможность более рационально обдумать, да, может быть, предугадать, как наперед, на пару шагов вперед, или как поиск нужной информации, тогда это у вас получается. Но это все, знаете, как сам-насом, сам себе. Потому что это тоже вам будет отчасти помогать вот по работе, и это старший аркан. Может быть, больше храните тайну. Или занимаете, мои дорогие, нейтральное положение по работе. И тут ведь вы можете оказаться даже в ситуации, когда по работе, может быть, споры возникают, причем не в отношении вас, а я тут буду видеть больше, что вас кто-то пытается втянуть либо в конфликт, либо в какую-то задачу. Вот смотрите, у вас на кону победа. Карта победителя как раз и говорит о том, что как иной какой-то метод, либо по работе, либо по вашему способу действия, взаимодействия, может быть, даже с людьми, с учетом верховной жрицы, и буквально молчание золота вам помогает. Я могу предположить, что некоторые вопросы, будьте внимательны, внимание, мои дорогие тельцы,
Тут важно не включиться в какую-то тему, потому что вам как итоги подводит высшие силы. Опять же, аркан мир. Это всегда высшие силы назовите или обстоятельства будут складываться именно вам на руку. Вот как я сказала, может быть и по части окружения. Какие-то тупики буквально уходят. Люди могут тоже, которые создавали вам вот словно вот такую марионеточную, да, ситуацию. У нас как будто человек буквально вот превратился в марионетку в руках дьявола, да. Ну, воспринимайте это все как аллегорию, мои дорогие. Так ведь у кого-то это мог действительно быть конкретный человек с конкретным отношением. Вот время ставить точки над тем, что не жизнеспособно. Поэтому даже для кого из вас сейчас вы в поиске работы, может быть работа, здесь может быть даже карты подсказывают, рассматривая разные пути дорожки. Не ставь перед собой каких-то табу, потому что придется взаимодействовать с тем, что есть, или с тем, ну, как складывается обстановка. И в этом ваша тоже победа будет заключаться. Финансы, что ждет тельцов? Какое-то важное решение по части финансов. Вот для вас все важно. И причем это тот период, когда мы не галопом что-то перестраиваем, переделываем, а когда, ну, приходит какое-то известие. Вот здесь вы можете по части финансов тоже получить известие. Смотрите, мои дорогие тельцы, вы тут какую-то траекторию на будущее даже для себя избираете. Очень хорошо такой триплет в целом, особенно для тех, кто занят личным творчеством, работает в интернет или готов уже буквально изучать. Изучать, может быть, языки программирования, осваивать новые сервисы. Или по части финансов, в принципе, готов к обучению, как изучить новые навыки, обрести, да, обрести ремесло. Кто-то, может быть, задумает переезд, путешествие. У кого-то этот переезд, кстати, может быть далеко. Может быть, так складываются обстоятельства, и это тема на финансы, которая вас где-то заставит, подтолкнет. Быстро разобраться с какими-то вопросами. Быстро я имею в виду, это, знаете, вот вы самостоятельно проводите параллели, сколько я получил, допустим, конкретно денег, как дебет-кредит, и сколько я трачу. Именно потому, что у вас какой-то план рождается в голове. И у вас это получится. У вас, я могу сказать, что в принципе можно рассматривать приоритеты, которые будут связаны с работой, и тогда финансы пойдут в гору, которые, может быть, связаны посредством или интернета, или новых цифровых технологий, или когда возможность работать из любой точки мира, пусть это не интернет, а просто вот профессия в руках, да. Вот вы умеете что-то делать лучше всех. Поэтому для вас на долгий период времени здесь вообще предпочтительно, поскольку Уран в прямом движении сейчас именно нормализует вашу жизнь. Поэтому даже для других знаков зодиака здесь какие-то турбуленции. Но Телец очень здраво смотрит в завтрашний день, и звезды вам помогают. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние, теплые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои статьи по психологии, а точно так же и гороскопы. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.